Да, спасибо большое, Геннадий Андреевич. Я приветствую всех участников нашего круглого стола. И вот как бы вдогонку вашего выступления хочу сказать, что преподавателями нашего университета, ведущего педагогического университета страны, которому в прошлом году исполнилось 150 лет, подготовлен учебник по истории Украины. Вот он буквально вышел на днях. Геннадий Андреевич, я, может быть, обращусь к вам с просьбой, с тем, чтобы вы поставили вопрос о государственном бюджетном финансировании учебника именно для новых территорий. Потому что эта книга предназначена прежде всего для учителей. Теперь по тому вопросу, который является лейтмотивом всей нашей конференции. Я немножко отступлюсь. Вот вчера на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» выступала неизменный участник этих посиделок Маргарита Симонян, которая опять ввела российскую общественность в большое заблуждение, заявив, что в России никогда не было империализма. Но удивительно слушать такие вещи, которые воспринимаются как истина в последней инстанции, поскольку у нас термин империализм зачастую не понимают, а подменяют его понятием имперскость. Империализм – это высшая стадия капитализма. Ленин называл ее загнивающей последней стадией капитализма, каноном социалистической революции. В России не просто был империализм, а военно-феодальный империализм. И на основании этого Ленин, кстати, в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма», опубликованной в разгар Первой мировой войны, сказал, что именно поэтому Россия является слабым звеном в цепи империалистических держав. Здесь ключевое понятие «слабое звено», где как раз, вероятнее всего, и произойдет та самая пролетарская революция, которая случилась. Он теоретически обосновал неизбежность Октябрьской революции 1917 года. У нас многие до сих пор не понимают этой простой истины. Хотя она вчера говорила, что горда тем, что получила еще советское фундаментальное образование. У меня большой вопрос, получала ли она его вообще. И сам господин Соловьев зачастую выступает с такими первыми на своих программах. Ну, например, он очень часто из программы в программу заявляет о том, что он выступает только за одну единственную диктатуру, диктатуру закона. Мне все время хочется прийти к нему на передачу и задать ему сакраментальный вопрос. А диктатуру закона какого класса? Ленин ведь правильно говорил, что правовая система государства – это есть воля господствующего класса, возведенная в закон. Значит, он выступает за диктатуру закона правящего буржуазного класса. Но что собой представляет эта диктатура, мы воочию видим. И на самой законодательной системе, и на тех судебных решениях, зачастую бесправных судебных решениях, которые эта диктатура закона выносит. Теперь по существу. Я обращусь немножко к истории вопроса. Значит, как появился тот самый X, о котором говорил мой коллега Вардан Эрнестович Багдасарян. Дело в том, что ровно 10 лет назад, в 2015 году, президент Путин поставил задачу создания единого учебника истории. Была создана соответствующая комиссия, которую возглавил непотопляемый Александр Аганович. Фамилию называть не буду. Значит, ему уже, кстати, 30 октября будет 92 года. Вот. Но он что-то как-то в монастырскую келью не уходит, а продолжает поучить. Так вот, вместо единого учебника истории создали тот самый историко-культурный стандарт. Работали над ним 2 года. Александр Аганович за этот X получил несколько лет назад государственную премию. Если вы посмотрите содержание этого X, это помесь французского с нижегородским. Это на самом деле подправленная программа для поступающих по курсу истории высшее учебное заведение, которое существовало еще в Советском Союзе, по которой я готовился, Вардан Эрнестович, Дмитрий Георгиевич и так далее, и так далее.
Но чтобы вы поняли, что собой представляет этот текст. Например, там убрано ленинское понимание освободительного периода русской истории. Но при этом сохранены значит, периоды декабристского движения, разночинского движения и пролетарского движения. Так я что-то не очень понял. Вы ленинскую концепцию освободительного движения из программы убираете, а периодизацию этого освободительного движения оставляете в рамках ленинской концепции. Ну вы что, ребята, разве так можно? И вот это выдается за новое слово науки и техники. Теперь, то, что касается учебника. Надо танцевать от печки. Дело-то не в учебнике, а в количестве часов на преподавание истории в средней школе. Вот от чего танцевать-то надо. В советской школе на изучение истории отводили как минимум 4 часа, а то и 5 часов. А сейчас 2, в лучшем случае 3 часа. То есть практически в 2 раза меньше. То есть галопом по Европам. Вот от чего будет зависеть и содержание учебника, и его объем. Прежде всего, вы с этим сначала определитесь. Если вы хотите воспитывать граждан России, патриотов, на базе прежде всего гуманитарного знания. А основу этого гуманитарного знания составляет история и литература. Вы тогда определитесь с количеством часов на литературу, и тогда, исходя из этого, уже формируйте и содержание учебного материала, и объем этого учебного материала. Но этого-то нету. Вот практикующие учителя истории меня поддержат. Они же понимают, что они просто галопом по Европе проходят все периоды отечественной истории. Более того, вот сейчас они включили в этот учебник историю постсоветской России, где Ельцин, трезвенник и все такое прочее. Включили, так сказать, события СВО. А вы разве не в курсе, что у нас последнюю четверть все старшеклассники усиленно готовятся к ЕГЭ? Что программа по а значит и учебный материал его просто не проходят в реальности. В журналах прописывают все как есть, а по факту-то этого нету. Более того, значительная часть учеников старшей школы, это примерно 65-70%, то есть тем, кому не нужна история в качестве ЕГЭ, они просто не проходят этот материал. Я правильно говорю? Более того, проходим стимул на обществознание. Вот что происходит. И никто этого не знает. Или делает вид, что не знает. Написали очередную, так сказать, подделку и отрапортовали. Теперь еще одно важное обстоятельство. Я почитал этот учебник за 11 класс. Слушайте, ну там содержится просто огромное количество фактических ошибок. Чего в учебнике вообще не должно быть. Но в качестве одного из примеров там пишется о том, что в Советском Союзе с 46 по 50 год включительно ежегодно проводилось снижение цен. Ребята, я бы вам поставил холл за этот ответ на экзамен. Потому что снижение цен стали проводить с момента проведения денежной реформы, постановление которой было подписано 14 декабря 1947 года. И в этом постановлении содержался первый перечень по снижению цен на те или иные товары. Последнее постановление о снижении цен вышло 18 января 1954 года, подписано Маленковым и Хрущевым. У вас в учебнике 50-й и 46-й год. Как такое может быть? План Маршалла был принят на Парижской конференции в июле 47-го, а не в апреле 48-го. В апреле 48-го уже началась реализация этого плана. Но при этом вы совершенно упустили из учебника одно из важных положений этого плана Маршалла, что заставило и Советский Союз, и страны народной демократии отказаться от участия в Парижской конференции. Но они специально не указывают на это положение. Там же было написано, что претендовать на помощь по этому плану могут только те государства, из которых изгнаны все коммунисты и социалисты. Понимаете? Ну как же писать такие вещи? Нас обвинят в левом повороте. Ну и так далее, и так далее. Теперь дальше еще одно важное обстоятельство. Ну хорошо, предположим, мы написали идеальный учебник, предположим, мы дали энное количество, нужное количество часов на преподавание истории. А кадры у вас где?
Кого мы готовим в высших учебных заведениях? К чему мы готовим? Методология-то какая? Вот Вардан Эрнестович уже говорил. В советской школе была марксистско-ленинская методология. Хорошая, плохая, но она была стройна, она пронизывала всю систему исторического и вообще гуманитарного образования. Существовали общие законы развития человеческой цивилизации, существовали причинно-следственные связи, а не набор каких-то оторванных друг от друга фактов и так далее, и так далее. А сейчас вот что? Вот тут речь шла о цивилизационной теории. Ну, замечательно, у нас была сделана попытка построить методологию на этой теории господина Тойнби и компании. Но сейчас совершенно очевидно стало, что цивилизационная теория – это европоцентричная теория. Потому что там пупом Земли является именно европейская цивилизация. Все остальные цивилизации – это периферийные цивилизации, полуцивилизации и так далее, и так далее. Модернистская, например, концепция, или, например, даже позитивистская концепция у нас фактически не артикулируется, но в основе этого учебника лежит позитивизм. Что такое позитивизм? Ведущая буржуазная методология. Мы просто тупо излагаем фактический материал, причем зачастую довольно сомнительного качества. Факт без объяснения этого факта. Почему это произошло и так далее, и так далее. Ну и последнее, чтобы не затягивать. Понимаете, когда речь идет о создании единого учебника истории, тут автоматически встает вопрос о подготовке единых учебников по всем предметам. И по литературе, и по русскому, и по физике, и по математике, и так далее, и так далее. И вообще определение, вот Геннадий Андреевич правильно говорил, базовые основы фундаментального подготовки современного школьника и будущего гражданина страны. Хватит разбавлять учебный процесс всякой порнографии. Потому что у нас огромное количество совершенно ненужных предметов. Для этих предметов вырывается из фундаментальных предметов часы. И в результате дискретность образования, полная дискретность образования по принципу Твиттера, Фейсбука и так далее. То есть ребенок, который у нас же сейчас стало модно высказывать собственную точку зрения. Вы посмотрите, у нас молодежь, она же не слушает старших. А ее все время учат тому, что они имеют все свою точку зрения. Он последнюю чушь сказал, но он ее высказал. Но аргументировать эту точку зрения он не в состоянии. Наполнить эту точку зрения фактическим материалом он не в состоянии. Дело-то не в том, чтобы ребенок высказывал свою точку зрения, а дело в том, что он эту точку зрения должен обосновать, аргументировать, ну и так далее, и так далее. Так что здесь у нас проблем в системе образования, особенно среднего образования, огромное количество. Мы уже бьемся не первый год, а может быть даже не первые десятилетия, а вовсе ныне там. Но в отчетах наших чиновников и от образования, и от прочих политических партий, я не беру в данном случае, конечно, коммунистов, они все эти годы настойчиво добиваются изменения самого подхода к системе образования, самого подхода к тому, что такое система образования. Но, к сожалению, их не слышат. Я надеюсь, что этот круглый стол он послужит, пусть маленькой, но все-таки лентой вот в копилку того, что нам все-таки не надо сидеть сложа руки, а бить упорно, настойчиво бить вот в эту точку зрения с тем, чтобы спасти нашу советскую и русскую систему образования. Если мы этого не добьемся, то нашу страну в будущем ждут очень большие неприятности, потому что мы уже, советское поколение, к сожалению, уходим с исторической арены, на смену нам приходит новое поколение, у них в руках будет будущее страны, но с такой системой образования, с такой подготовкой, в том числе и научных кадров. Я вам просто маленький пример приведу. Приходит ко мне парень, лет 30, и говорит: Евгений Юрьевич, мне на диссертацию нужен отзыв от ведущей организации. Нельзя ли попросить Василия Жановича Цветкова, это наш известный профессор, доктор наук, написать отзыв? Я беру эту диссертацию. Она посвящена истории санитарной службы русской императорской армии в годы
годы Первой мировой войны. Я смотрю на листочке, и там написано «Нужен оппонент». Я на него смотрю и говорю: а кто вот это написал? Оппонент. Через А и с одной П. Он улыбается и говорит: я. Я говорю: вы 10 минут кандидат исторических наук. Слово «оппонент» пишется через О и с двумя П. У него были такие удивительные глаза. И еще один маленький пример. С одной стороны он смешной, а с другой стороны он просто меня вверх в ступор. Приходит девица 5-го курса исторического факультета. 5-го курса исторического факультета. С просьбой помочь ей написать диплом по истории опричнины. Я говорю: тема-то как называется? Она мне дает листочек, там написано «Опричнина». Я на нее смотрю, думаю, то ли она идиотка, то ли она в наркотическом угаре. Я говорю: это кто писал-то? А она говорит: я. Я говорю: вы на каком курсе учитесь? Ну, опять. Я говорю: а факультет как? Какой? Она исторический. Ну, я просто дар речи потерял. Вы понимаете, кого мы готовим? И кому мы выдаем диплом?